Сегодня, когда я начинаю жарить яичницу, постоянно вспоминаю одну достаточно интересную историю. Дело было так. Внук Мишка попросил почитать ему повесть Николая Носова «Веселая семейка». История о том, как ребята сделали инкубатор и цыплят выращивали. Да, вот и мы решили использовать мультиварку как инкубатор. Как и в рассказе Носова «Веселая семейка», все сомневались, где взять яйца, выдержит ли мультиварка 21 день непрерывной работы, и, наконец, появятся ли сами цыплята. Эх, сначала казалось, заложил деревенские яйца в мультиварку, выставил температуру и лежи отдыхай. А на самом деле крути, верти, проветривай, термометр стряхивай, за водой следи, температуру мультиварки настраивай, время ее работы, пусть и не вставая с дивана, продлевай. А это у нас еще яйца. А что будет, когда цыплята пойдут? Из дома больше, чем на 12 часов не отлучиться. Хотя, конечно, наша мультиварка и управляется через интернет из любой точки мира, но яйца сама переворачивать пока не умеет. Где-то через 8-9 дней мы решили соорудить крутой овоскоп для наблюдения жизни внутри яйца. Для него сгодилась коробка из-под чая нашего чайного спонсора. Ой, про чайную паузу я-то и забыл. Maître de thé, une histoire d'amour. Чай мэтр. Все просто. Вырезали пару овальных отверстий. Стыки заклеили плотной лентой. Овоскоп готов. Ну, не эстетично, конечно, зато быстро, дешево и практично. Лампу внутрь. И вот мы воочию наблюдаем за рождением жизни. Видим какие-то уплотнения и явное образование кровеносной системы. В таких хлопотах пришлось провести еще несколько дней. Наконец пришел такой желанный и долгожданный 21 день. Результатов ноль. Неужели все труды были напрасны? Ну почему? Проходит еще один день. Никаких сдвигов. Все, провал. Что я скажу Мишке? А что Мишка скажет своей Ленке? Но когда шел уже 23-й день, из мультиварки вдруг послышались какие-то странные звуки. Открываю, и о чудо! В первом и четвертом яйце явно кто-то есть, да еще и пищит. Минут через 20 четвертый появляется на свет. Помогаю избавиться от скорлупы и первому. Овоскоп тут же превращается в первый дом для новорожденных. Можно сказать, в ясли. Несмотря на уличный холод и снежную зиму, в квартире очень тепло. Где-то 28-29 градусов. Но все равно ставлю ясли поближе к батарее. Четвертый орет, как сумасшедший. А вот признаков жизни у первого не видно. В надежде еще кого-то родить, корзину возвращаю в родильное отделение. Да, первому не повезло. Но к вечеру вылупился еще один, светленький. Неужели тоже не жилец? Номер его мы не запомнили, поэтому назвали блондином. Вроде как и не дышит. Но на следующий день блондин ожил, а еще через пару часов уже отталкивал конкурента от теплой стенки. Пришлось организовать этим двум крикливым пройдохам питание из сваренного вкрутую яйца и воды поставили. Но корм и вода их интересовали мало. Главное было попихать друг друга и клюнуть в глаз. Четвертый постоянно задирался, хотя и никак не мог встать на ноги. Ничего, встанет со временем. Выпускаю немного погулять под присмотром своей электрической несушки. Ну что это такое? Как не стыдно. Прямо на кухонный стол. Изучает мир. Но поесть никак не хочет. Но потом блондин с пальца все-таки чуть поел и попил. А чернявый так и не стал. Опять посадил в коробку рядом с батареей. Цыплята постоянно жались к теплой стенке. Самое интересное, что Мишка как-то не очень торопился забирать у меня черненького с блондином, ссылаясь на большую занятость в школе. Тогда я решил отвезти бедолаг на родину к куриным родителям. Закутали перед поездкой, конечно, по погоде, а в коробку по диагонали под подстилку, чтоб не обожглись, еще и бутылку с горячей водой положили. Поди не май месяц. Пошли на разведку в курятник. Вы посмотрите только, какие красавцы и красавицы здесь живут. И кто, интересно, родители двух наших прелестных созданий? Может, ты? А может, тот темненький мачо? Кто ж теперь признается,
Конечно, здесь цыплят мы не оставили. Прохладно как-то. Лучше в дом. Вот эта зима удалась. Сегодня цыплятам 5 дней. Черненький начал уже держаться на ногах, но пока не очень. Какой красавец! Интерес к блондину из мультиварки был неподдельный. Но прямо скажем, не у всех. Находясь под колпаком, блондин мог спокойно познакомиться и с таким серьезным зверем. Но вот только этого когтястого хищника наш красавец совсем не интересовал. То ли дело, это симпатичная красотка собачьего рода. Будем считать, что фотосессия удалась, и лучшие фотографии мгновенно были выставлены в Инстаграм. Наши цыплята так и остались жить в этом замечательном доме у своих новых хозяев. Но это уже совсем другая история. Сегодня, когда я начинаю жарить яичницу, Хочешь — верь, хочешь — не верь, а дело было так. яиц было 10. Первым делом все их надо было пронумеровать. Потом просветить. А вдруг там внутри динозавр какой уже сидит. Вырастим на погибель человечеству. Овоскоп делаем из обычного фонарика и ладони руки. Яйца оказались отменные и без динозавров. Теперь взвешиваем каждое. Общий вес 564 грамма. Значит, средний 56,5. Это нормально. Правильные яйца Мишка достал. Конструкция моей мультиварки как нельзя лучше подходила для инкубатора. И воду для увлажнения есть куда поставить, и яйца положить, и клапан проветривания в крышке имеется. Но сначала тестовые испытания проведем без яиц. Из 4 имеющихся в доме градусников лучше всего подошел обычный медицинский. Самое интересное, что специалисты в своих таблицах дают разные температуры выведения. А значит, все эти десятые доли градуса – полная профанация. Да и как курица-наседка в живой природе такую точность обеспечит. Решили держаться ближе к 38 градусам. Испытания показали, что для 38 в корзинке мультиварку нужно ставить на 41 градус. Для увлажнения на дно поставили миску с водой. Мультиварка работает. Теперь самый торжественный момент – закладка яиц. Все 10 пошли замечательно. Сразу добавляем время работы почти до максимума. Эту процедуру придется повторять раза по 3-4 в сутки в течение 3 недель. Но все лучше, чем ночами дежурить, как у Носова. А еще нужно яйца поворачивать минимум 3-4 раза в сутки, чтобы цыпленок не прилип к одному боку. Хотя воздух и поступает через клапан, но пару раз в день нужно открывать крышку и проветривать как следует, минут по 5-10. Теперь вопрос влажности. Влажность можно менять, используя миски разного диаметра. Но чем измерять? Был у нас с гигрометром только Вася. Но Вася в мультиварку не помещался. Пришлось Васю разобрать. Но временно, конечно. Клятвенно ему обещали, что как только закончим эксперимент, снова его на ноги поставим и голову прикрутим. В квартире влажность гуляла от 40 до 50%. Кладем тело убиенного Васи в наш инкубатор. Через час проверяем. Влажность 85%. Честно признаюсь, регулировать эту влажность было лень. Вон куры не заморачиваются с гигрометрами. И ничего, высиживают. Поэтому Васю снова собрали и оставили в покое. Подливали только воду в миску. В какой-то момент, может из-за напряжения сети, температура в корзинке почему-то понизилась до 36,6. Тогда мы перевели мультиварку в режим 42 градусов. И так было несколько раз. То выставляли 41, то 42. Старались держать в корзине температуру близкую к 38. Еще ее регулировали, чуть прикрывая или открывая клапан. Учитывая, что термометр медицинский и показывает максимум, то для новых измерений его приходилось стряхивать. Оказалось, что под клапаном чуть прохладнее, поэтому для уравнивания условий корзинку нашу мы регулярно поворачивали по кругу. Можем оказаться первыми в мире, кому в голову пришла такая бредовая идея. Но согласитесь, что более сложные испытания, наверное, трудно придумать для такой, в общем-то,
простой штуковины, как мультиварка. Наша 222-я от Redmond не подвела. 23 дня непрерывной работы и без единого сбоя. Это вам не кашу и даже не борщ сварить. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Ура! Ура!